Итак, как мы рассказывали, этим летом нам посчастливилось объехать всю польскую Балтику вдоль побережья, и мы хотим в этом видео рассказать о своем открытии, которое нас впечатлило больше всего. Лично я бы назвал это место жемчужиной, может даже скрытой жемчужиной польского побережья. За все это путешествие длиной в 3 месяца по всему польскому побережью мне вот на самом деле запомнились 2 вещи. Это центр балийской культуры, о котором мы уже делали фильм, и полуостров Хель. Но стойте. Тут не все так просто. Это видео не про Хель, не про весь Хельский полуостров, а о том, что мы отыскали на этом самом Хельском полуострове. Поскольку практически все побережье достаточно однообразное, да, вот в плане видов и в плане еды, а Хельский полуостров, у него какие-то, знаете, какая-то своя специфика, да, я вот как раз-таки туда и хотела попасть за этими необычными видами, и я это там нашла. Мы хотели увидеть вот эти огромные пляжи, просто вот для галочки побывать на этом полуострове, увидеть природу, какая там, говорили, она там немножко отличается. Нам хотелось это увидеть, мы это увидели, и все, как мы ожидали, все красиво, все классно. Oczywiście odwiedziliśmy miejsce, gdzie zaczyna się Polska. Это место, где начинается Польша. Ну, так на камне написано место, где начинается Польша. Кто-то в комментариях писал, что Польша не там начинается. Ну, не знаю. Так написано. Касательно инфраструктуры, ну, там есть разные места. Там были такие странные, заброшенные какие-то места из прошлого, из военного прошлого. Странные фургончики для жизни, трейлеры, да, мы вот показывали в видео про ужасные, адские, конские, дикие цены на польских курортах. Показывали, в какой трейлер нас заселили. То это, скорее всего, триллер, а не трейлер. Поэтому вот мы это все показывали, но как-то выжили, теперь уже вспоминаем без негатива, просто забавный опыт. Хельский полуостров, он разный и неоднородный. Если говорить о поселениях и населенных пунктах, и классических туристических местах, то они, по сути, однообразные и очень похожи друг на друга, как и все польское побережье. Но бродив по всему полуострову, осматривая его, все места посещая, мы нашли места, где... В одночасье все меняется. И такое ощущение, как будто, знаете, как граница с другими странами. Так вот, мы нашли серферские деревни или кемпинги. Ну, в общем, сообщество людей, которые вот создают вот всю вот эту атмосферную серферскую движуху. Ястарня и халупы. Как только приехали мы в Ястарню, заселились, у нас не было ожиданий, мы даже не знали про эти кемпинги, мы даже не планировали, у нас не было планов даже. Мы думали, просто объездим этот полуостров. В Ястарне остановились, потому что уже устали, не было мест там, свободных домиков, остановились жить в этом трейлере, который нас напугал. И пошли гулять. Мы сразу же пришли на набережную и увидели вот эту всю серферскую атрибутику, и сразу вот другой стиль, сразу какое-то вот что-то другое. Вот ощущения другие. И потом мы уже на следующий день забрели еще в серферский кемп, и просто был эффект вау. Магазины, кафешки, люди, все потрясающе красивые. Люди, которые годами в теме, они ездят серфить и заниматься другими видами спорта в Португалию, в Азию и так далее. Все люди как на подбор. Магазины как на подбор, кафешки, природа тоже классная. Даже все привычное, что есть в Польше, такие вещи, как фудкорты, магазины и все прочее, здесь, в этих местах, оформлены по-другому, другими людьми, с другими предпочтениями, с другими вкусами. И это сразу же чувствуется. Те же фудкорты, те же ледницы, запеканки, фрытки, здесь оно выглядит все с каким-то своим шармом, со своей атмосферой. И это прикольно. Картинка, атмосфера, все другое, словно ты реально уже не в Польше. И это не про то, что другая Польша плохая или там какая-то там.
Это про контраст и про ощущения. Это я проговариваю специально, зная, что найдутся люди, которые будут выдергивать из контекста и говорить, что ага, что там вам то не это. Нет, все то, все это. Просто у каждого свой вкус и у каждого свои предпочтения. Лично нам, повторюсь, эта история просто очень близка, потому что мы жили на островах очень значительный период своей жизни. Нам это просто близко, нам это нравится. Кемпинги тоже, они просто колоссальны. Вот серьезно, если вы не были, я вам от души рекомендую, потому что у меня был шок. Кемпинг Мола Серф Спот в Естарне. Вот мы в него первое пришли, вот это было таким вау-эффектом. Капец, тут на набережной этой Естарни со стороны бухты просто как будто попадаешь в другой мир. Тут еще куча кемпингов один на одном, вот и бары, и вот эти вот серф-движуха. Реально совсем как другой мир, совсем вот как другая Польша. Это прикольные люди все, вот очень сильно напоминают нам тех людей, которых мы видели, в окружении которых жили. Плюс добавило ощущение, что это был супер солнечный день посреди дождливых дней, потому что лето это было дождливое на Польском море, я думаю, что многие знают. И этот серф-спот кэмп находится в такой бухте, мало того, что вообще физически в заливе между полуостровом и материком, так он еще там такая искусственная бухточка, заливчик, в итоге он супер в укромном месте, спрятан от ветра. Мы пришли туда, и там даже пляжный вот этот бар так устроен, с таким песком, шезлонги, и все вот эта вот такая атмосфера серферская, там очень много школ, занятий, все серфят, все эти доски там налаживают, что-то переодеваются в эти гидрокостюмы, и люди сидят, пьют эти коктейли, оно все реально по-островному, реально по-тропическому. И вот мы сразу же там зависли, решили остаться на пару дней, потому что, нашли место, где вот прям максимально по душе, отдохнуть, побыть, замедлиться. Блин, тут даже айс кофе в тему, потому что жарко, прикольно. Все такое, типа такое, знаете, в песочке, когда все такое небрежное, очень напоминает островную движуху. Мы осмотрели весь полуостров, покатались, ездили в Хель, погуляли на пляжах, была разная погода. Все было круто. Мы собирались уезжать, и нам подписчики из нашего телеграм-канала, кстати, у нас есть телеграм-канал о жизни в Польше, мы там аккумулируем огромное количество полезной информации, скидки, контакты риэлторов по всем главным городам Польши, наших личных друзей, с кем мы лично общаемся, за которых лично ручаемся. Вот недавно опять пришел фидбэк, что в Варшаве наша подруга Настя купила нашим 2 подписчикам квартиры. Почему бы и нет? Короче, все в закреп-посте в Телеграме, там мы собираем все, что сами лично попробовали, в чем мы уверены, там вот эти наши домики для отдыха, про которые делали уже интервью и не раз про них рассказывали вокруг Варшавы, с промокодами, со скидками. Там ссылка на очень классный агрегатор, чтобы найти дешевую и рабочую страховку для автомобиля. Я уже 2 раза там покупал, кстати, подписчиков тоже 15, наверное, человек уже купила через этот агрегатор. И самое главное, что мы там общаемся, мы там записываем просто какие-то кружочки, свои мнения, фотографии, типа вот в режиме онлайн лайв. И нам советуют наши подписчики, спасибо вам большое, много полезных вещей. Вот сейчас мы во Вроцлаве по горам гуляем, нам советуют места, уже насоветовали там миллион. Также нам насоветовали, пока мы катались вот по побережью, тоже классные места. Заедьте туда, и мы, круто, прям классно. Короче, общение. Кому все это нужно, полезная информация плюс общение, ждем в Телеграме. Так вот, нам подписчики посоветовали еще, говорит, после Естарни заедьте в Хавупы. Это тоже городочек такой на полуострове. Мы, ладно, приезжаем, и там кемпинг номер 6 и кемпинг номер 3, и там еще больше просто скопление всей этой субкультуры, люди, которые серфят, там этих серфингов каких-то столько мы даже не знаем и не знали. Очень круто. Вот как это возможно? Просто вот еще раз убеждаюсь в том, что место и атмосферу создают люди. Я уверена, что многие из вас этого не знали. И мы, когда с Димой туда попали, мы просто вот так вот смотрели. Во-первых, еще почему нам зашло? Потому что мы словили вот этот вот вайб. Простите, да, за вот этот, как он там называется, код-свитчинг между языками, но вот по-другому не передать. Просто хочу, чтобы вы почувствовали, вот экспромтом записываю мои эмоции, что я
проехав все польское побережье, я не ожидала от этого места, что я такое там увижу. И я понимаю, что почитала комментарии, отзывы под многими местами, что люди туда просто годами с детства ездят, так как, в принципе, многие поляки ездят куда-то в горы. И также люди, которые, наверное, можно так сказать, относятся к определенной субкультуре, они тоже ездят туда с детства, любят эти места, бронируют там просто за полгода, за год, я так думаю, да, чтобы туда попасть в особенно хорошие места, в которые ты приезжаешь, и у тебя там тоже и классный какой-то бар, там, где можно взять классы, там, вейк, серф и так далее, да, для детей, для взрослых, проводят какие-то вечеринки тоже там с диджеями, да, есть где-то там эти скейт-площадки, да, отдельные тренировки для детей, для взрослых по серф-скейту, если кто не знает, вот тоже почитайте, посмотрите, это очень классная вещь. Я вот тоже ей занималась на Бали. Конечно, должен сказать, что все эти движухи, они вообще не дешевые. И сами эти кемпинги вообще не дешевые, но фишка в том, что туда ты особо не попадешь, потому что вот мы приехали, мы такие думаем, давай уже с какой-то жизни там заброним пару ночей. Ага, здрасте, до свидания, бронируем за год, потому что все вот эти адепты, любители вот этих видов спорта, они годами уже туда ездят, с семьями собираются. Ну, вообще, в принципе, кемпинг в Польше очень развит, об этом тоже много видео у нас, и так как мы все лето по кемпам бродили, ну, у нас было тоже вот эти все осознания. Ну, и даже такие супердорогие места, люди с семьями за год бронируют, приезжают, и очень круто, что в Польше есть такая возможность, потому что, ну, если, допустим, ты любишь какой-то серфинг, но у тебя нет возможности или времени там поехать в Португалию, куда-то на Бали, в Австралию или куда там люди еще ездят ради серфинга, да, ты можешь просто этим заняться у себя дома, вот в той же атмосфере, один в один, потому что мы прям вот гарантируем, что атмосфера та же. Все, что мы видели на балийских спотах, как там люди себя ведут, как они выглядят, какая атмосфера в кафешках, здесь все очень похоже. Потусоваться, пошопиться. Кстати, да, девчонки и мальчишки, да, там, конечно, надо готовить денежки, но, опять-таки, это классно, это поддержка местных брендов, и их куча. Тех, которые шьются, придумывают, все делают здесь, в Польше. Всегда местный бренд поддерживать, это круто, да, это там честная торговля и тому подобное. Может быть, кто-то более искушенный скажет, ну, да, интересное место, но это не сравнится там с какими-нибудь популярными серф-спотами и так далее. Но я говорю, поскольку это мой субъективный опыт, мне кажется, что это мега круто. Это не потому, что мы там, да, многие говорят, расхваливаем на этом канале постоянно Польшу и поляков, но мы говорим от сердца, и многие это чувствуют, да, что мы вполне себе достаточно искренне. Вот, тут есть и горы, которые мы сейчас, кстати, покоряем, хайким постоянно и тоже в шоке от видов, от всего, что Польша может предложить. И в то же самое время, с другой стороны, есть вот такой вот полуостров Хель, куда можно поехать летом и ощутить вот этот вот классный такой курортный, какой-то такой серферский вайб, атмосферу. Надеюсь, было интересно, понравилось. Напишите в комментариях, знали вы про эти места, не знали, как вообще вот согласны, не согласны, какие у вас впечатления от того, что вы увидели. Может быть, вы посоветуете нам еще какие-нибудь классные, крутые места. Приходите в наш телеграм-канал, смотрите наши другие видео. Увидимся в новых. Пока-пока.